Итак, ребята, у нас происходит кое-что интересное. Давайте начнем с этой страницы, на которой показано очень много обновлений системы к 1 апреля. Таким образом, это произойдет через 2 дня. И я хочу показать вам, ребята, что это значит, потому что совершенно очевидно, что они переходят на стандарт ISO 222. Конечно, все это произойдет не за 1 день, не так ли? На это уйдет пара дней. Пройдет, может быть, недели или 2, прежде чем все это начнет работать и начнет использоваться. И вот здесь, на нескольких страницах, мы отчетливо видим пару компаний, где действительно очевидно, что они делают. Вот здесь мы видим банк Crédit Agricole, который с 1 апреля обновляет систему электронных платежей по стандарту ISO 222. Вот здесь мы видим еще одну систему обслуживания национальной системы Банка Китая с 31 марта по 1 апреля 2023 года, которую вы можете увидеть здесь. Все это есть на их веб-сайтах, ребята. Это не какая-то ерунда в стиле фотошопа или чушь собачья. Все это происходит по-настоящему. В апреле этого года Банк Китая объявил об этом. Вот здесь мы видим банк ХГ, начиная с апрельского технического обслуживания. Я могу продолжать и показывать вам все эти банки, которые обновляют данные 1, 2, 3, 4 апреля. Я могу продолжать в том же духе, ребята, и вы можете ясно видеть, что этот парень привел к нам все эти банки, в которых 2 апреля произойдет перебой в обслуживании интернет-банкинга и мобильного банкинга, не так ли? В эти выходные вы сможете увидеть техническое обслуживание системы сберегательного банка 1 апреля. А теперь, если вы считаете, что все это простое совпадение, будьте моим гостем. Я не думаю, что это простое совпадение, ребята. Я думаю, что это действительно что-то значит, что мы очень-очень близки друг к другу. А теперь еще раз повторяю, мы должны взглянуть на картину в целом. Что же все-таки происходит? Банки снова терпят крах, их показатели падают до нуля. Банки падают до нуля, ребята, это просто безумие. Подумайте вот о чем. То, что сейчас произойдет, будет иметь огромное значение. А теперь давайте взглянем на это видео. Что же они делают с доходностью за 10 лет? Они поддерживают ее очень стабильной, но если вернуться еще раз к рынку, то мы не знаем, где оно находится. Я хочу сказать, что оно, по крайней мере, приближается к 6 или даже ниже. В какой-то момент мы обязательно доберемся туда снова. Давайте просто скажем, что мы достигли дна в результате полного обвала на долговом рынке, что приведет к неконтролируемому росту процентных ставок. У вас сейчас наблюдается обвал на мировых фондовых рынках. Акции будут стремительно падать по мере того, как ставки будут расти неконтролируемыми темпами. Это будет сделано специально для вас. Конечно же, это произойдет не случайно. И где бы ни находилось дно индекса Доу Джонса, допустим, мы достигнем дна на отметке 6 пунктов, я думаю, что цены на золото будут равны, очень равны. Итак, цена на золото составляет $6000, индекс Доу Джонса $6000. Вот как я думаю, что это будет. А может быть ниже. Это может быть $4000 Доу Джонса, а может быть и $3, что бы это ни было. Мы получим, по крайней мере, на мой взгляд, соотношение 1 к 1, а может быть и 2 к 1 в пользу золота. И я думаю, что в отношении золота и серебра мы можем получить соотношение 10 к 1. Так что я имею в виду, просто произведите здесь подсчеты. Если мы получим индекс Доу 6, золото 6, то о чем же мы говорим? $600 за серебряную монету. Это очень мило. Но послушайте, я рассказываю людям о своей наилучшей оценке того, что может произойти здесь в случае полного краха. А еще я хотел бы спросить, о чем я говорил людям уже некоторое время. И в этом вопросе меня поддержал Джим Роджерс. По-моему, всего пару дней назад Джим Роджерс выступил с заявлением о том, что людям необходимо иметь доступ к сырьевым товарам. Я уже чертовски долго говорю людям об этом прямо сейчас, чтобы они еще раз подумали о том, как это сделать. Вот вам очень-очень важный совет, ребята, и я так много раз говорил об этом людям, что цены на золото и серебро тоже будут расти. По моему мнению, это происходит вместе с XRP. А также золото и серебро являются самыми безопасными активами, которые можно иметь прямо сейчас. Сейчас я на самом деле говорю не о таких цифровых вещах, как покупка золота в цифровом виде. Да, вы можете это сделать, и цена наверняка подорожает, но этим очень и очень сильно манипулируют. Лучше иметь при себе в буквальном смысле физический актив. Потому что подумайте вот о чем. Единственный физический актив – это золото и серебро. Это 2 драгоценных металла, которые вы можете просто держать в руках физически и которые никто не сможет у вас отнять. Если вы просто припрячете их где-нибудь, или знаете ли где-нибудь, где вы доверяете им просто как запасной вариант, как нечто, что поможет. Потому что вы ясно видите, что этот парень знает, о чем говорит, ребята. Акции компании вот-вот резко упадут. Так оно и будет, люди будут удивлены тем, что произойдет дальше. Они не поверят в это с первого взгляда, но мы знаем, что это произойдет,
и в этом-то все и дело. Об этом знают все. Давайте взглянем вот сюда. Самый важный вопрос, касающийся XRP, заключается в том, что существует разница. Хорошо. Есть разница между способом распределения актива и характером актива в данный момент времени. И я думаю, что проблема компании Ripple, которая теряется во всех обсуждениях, заключается в том, что произошло при первоначальном распространении токенов XRP 10 лет назад. И было ли это незарегистрированным предложением ценных бумаг или нет? Именно это и будет решать суд. Это совсем другой вопрос, чем вопрос о том, является ли XRP сегодня ценной бумагой. И сама комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что активы могут менять свою природу с течением времени по мере достижения полезности и децентрализации. Так что, если бы мне нужно было сделать какой-то прогноз, я бы просто сделал быстрый прогноз. А именно, где-то здесь должно быть заключено соглашение, и это соглашение связано с распределением токенов таким образом, чтобы существующие держатели токенов могли продолжать торговать ими и находить в них ценность таким образом, чтобы это было самым важным вопросом. У вас тоже очень интересная точка зрения, не так ли? Ведь комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что в какой-то момент, если актив меняет свою полезность и используется для чего-то, это может изменить характер того, является он ценной бумагой или нет, не так ли? Я говорю это их собственными словами. Таким образом, вы можете ясно видеть, что многие люди очень хорошо понимают, что XRP Ripple очень хорошо подходит для этого судебного процесса, ребята, в любой момент, в любой день, и мы сможем увидеть, что произойдет. Они действительно собираются устроить эту кибератаку, отключить свет, отключить интернет. Так вот, это тоже то, о чем я вам уже некоторое время рассказываю. Если они действительно хотят войти в этот новый цифровой мир, где они используют новую систему, должно произойти какое-то событие. И именно об этом я вам и говорю, ребята. Я думаю, что именно так все и будет. А ведь мы уже так близки к этому. Я думаю, что мы очень близки к тому, чтобы это событие произошло. Партнерам необходимо немедленно принять меры по укреплению своей защиты от потенциальных кибератак. Мы ранее предупреждали о потенциальной возможности проведения России кибератак против Соединенных Штатов, в том числе в качестве ответа на беспрецедентные экономические издержки, которые США, их союзники и партнеры налагают в ответ на дальнейшее вторжение России в Украину. Сегодня мы повторяем эти предупреждения и делаем это на основе поступающей информации об угрозах, согласно которой российское правительство изучает варианты потенциальных кибератак на критически важные объекты инфраструктуры в Соединенных Штатах. Кстати, ребята, это мистер Пул, который бросил вызов. Так что просто поймите, что в какой-то момент это произойдет. Это происходит тогда, когда об этом никто не знает. Когда именно, я не могу вам сказать, не так ли? Но это обязательно произойдет. Это именно то, что необходимо для того, чтобы действительно внедрить эту новую систему. Это также тот случай, когда мы можем просто включить наш мобильный телефон или ноутбук через некоторое время, когда интернет отключен. И вы можете буквально увидеть, что цена XRP стала совсем новой. Эта информация недоступна на биржах обмена валюты. Ребята, все в таком духе и тому подобное. Это звучит безумно, не так ли? Но это то, что может произойти просто так. И для того, чтобы это произошло, ребята, потребуется всего пара дней. Ведь это даже не такая уж большая проблема, не так ли? Так что, пожалуйста, будьте в курсе того, что сейчас произойдет, ребята. Похоже, люди просто не понимают, что они впустую тратят время. В субботу 1 апреля будет проведено повторное техническое обслуживание системы. Вы можете ясно видеть, что везде идет только техническое обслуживание системы, и они действительно продвигают это дело вперед, ребята. Мы обновили систему мобильного банкинга до апреля текущего года. Как будто вы можете ясно видеть, что они собираются делать, не так ли? Так что будьте внимательны к этому вопросу. Теперь малазийцы могут использовать QR-коды для местных банковских приложений. Малазийская компания Mobile использовала сеть Ripple.net для обработки транзакций. К тому же для облегчения транзакций вам нужно иметь только кошельки XRP или XLM. Это очень и очень интересно, не так ли? Мы все теснее и теснее приближаемся к такому миру, в котором все это является просто нормальным явлением. И вы можете ясно видеть, что вам нужно хранить кошельки XRP и XLM для людей, которые думают, что на самом деле не будут использовать XRP, вы не знаете, что происходит, ребята. Повторяю еще раз, ребята, мы будем использовать XRP. Это будет нечто такое, чем будет пользоваться весь мир. Каждый человек в какой-то момент должен будет захотеть получить XRP, потому что он знает, насколько ценным он будет, не так ли? Возможно, прямо сейчас это выглядит по-другому, но помните, ребята, так бывает всегда. И этот шаг к отметке в $3050 за XRP, возможно, уже начался. И мы видим, что 1, 2, 3, 4 апреля будут очень важными событиями для того, чтобы увидеть, что же будет дальше. Ребята, большое вам спасибо за просмотр этого видео. Увидимся в следующем ролике.